Ё-моё, ну как будто бы Маваду прям сильно больше. А ведь они по 40 миллиметров. Всем привет, с вами Дэн, и сегодня батл, но такой необычный формат, потому что я решил оценки не ставить. Вот честно, взял уже листик бумаги, начал расписывать, ставить. Но эти часы прям настолько равные по оценкам, что, наверное, смысла никакого нет. Дело именно в нюансах, в каких-то субъективных вещах, и я решил, что про них лучше просто вот поговорить в рамках небольшого короткого видео, потому что абсолютно равные соперники по форм-фактору, по характеристикам практически, да, но нюансики есть, и давайте с них и начнем. Значит, у нас сегодня два претендента на такой вот классический форм-фактор имени Джеральда Дженты, но понятно, что у Tissot своя модель давняя, Mavado немножко позже сделала тоже версию с интегрированным браслетом. И я шорт снимал и про одну, и про другую модель. И вы про Tissot PRX, конечно же, очень хорошо знаете. Mavado Bold Quest — это модель, которая не так давно появилась на рынке. Она есть в версии Quartz, она есть в версии механика. И понятно, что все уже производители сделали свои версии таких часов, и Mavado не могла остаться в стороне. Да и более того, Mavado давно пора было сделать подобную модель, потому что ведь их конек, их фишка — это именно минимализм. И они просто вот собаку съели на минимализме. Они в музеях в Нью-Йорке выставлены. Их одна из версий Mavado именно вот с похожим классическим дизайном, потому что все их знают, потому что минимализм тут квинтэссенция. И вот, наконец, они сделали такую версию. Я взял специально Quartz, и PRX, и Mavado. Здесь Mavado Bold Quest 40 мм в диаметре. Оказалось бы, что они намного больше, чем Tissot. Ну, посмотрите, как будто бы пара миллиметров разницы. Но нет. Давайте прям посмотрим. Давайте прям посмотрим. Я тоже думаю, как такое может быть. Ну вот, 40, 39,9 даже. И PRX... Они заявлены как 40, но на самом деле они чуточку поменьше, 39,5. Ну вот 40, да. Но как они выглядят совсем по-другому. Как я вам всегда говорю, внимание все на рант. Потому что здесь широкий, большой рант, он по краю корпуса идет. А здесь рант уже, чем корпус. И часы сразу кажутся немножко меньше. Да, вот так. Значит, кварц здесь швейцарский, кварц здесь швейцарский. Стальной корпус, стальной браслет, разные цвета циферблата, дурацкое окошко даты, которое контрастное, дурацкое окошко даты, которое контрастное. Ну, напишите в комментариях, я люблю дату. Ну, напишите обязательно, вот, кто любит. Но здесь оно хотя бы с обрамлением, а здесь так вот аккуратненько они его сделали чуть-чуть, как будто бы оно вырезано, да. Ну, просто здесь еще больше под цвет подходит, все-таки здесь вертикальное, кстати, сатинирование идет. И мятный такой цвет, да, светло-зеленый, травяной, я не знаю. А здесь цвет морской волны уже идет с таким градиентиком немножко, да, солнечные лучи. Поэтому здесь дата еще более контрастная. Ну, короче, кому как больше нравится, не знаю. Здесь, наверное, вопрос цвета циферблата. Поэтому здесь по дате ничего не скажу. Ну, есть она и есть. Ладно, контрастно так контрастно. Дальше важные различия. 50 метров водозащиты на Mavado и 100 солидной, серьезной водозащиты на Tissot. Но глобально, я думаю, ни с одними, ни с другими часами никто в здравом уме не погружается ни в какие бассейны, никуда бы то ни было еще. Поэтому, глобально пофигу. Но, тем не менее, на PRX получше водозащита. И на PRX стоит сапфир. Здесь стоит К1, но это закаленная минералка. Короче, сапфир, конечно, рулит. По цене. Понятное дело, сейчас у нас в России никакого ритейла нет, и Mavado вообще, в принципе, не продаются эти. Ритейл в США $600 на эти, $400 на Tissot. Но на Tissot скидок особо нет. Я, по крайней мере, не видел каких-то массовых. На Mavado всегда скидки есть. Их можно купить существенно дешевле, но понятно, что не в официальном ритейле. Поэтому по характеристикам как будто бы Tissot прям очень сильно выглядит. Намного сильнее, чем Mavado. Но если мы возьмем, опять же, возможности скидосиков, то они немножко выравниваются. Но даже если Mavado вы найдете за $400, а обычно они все-таки стоят подороже, то, конечно, водозащита и стекло у Tissot сильнее. И дальше уже о чем нам можно поговорить? Нам можно поговорить про качество браслета и корпуса, про качество циферблата, в целом про дизайн, ну и, наверное, про бренд. Если про бренд, я бы поставил им равные оценки. Вот реально равные. Ну, понятно, что Tissot это самый такой entry-level Swatch Group, Mavado немножко всегда особняком стояла, но плюс-минус уровень бренда одинаковый у этих моделей, у этих производителей.
Если мы говорим про минимализм, конечно, Movado выигрывает, потому что, да, окошко дата немножко раздражает, но здесь вот Swiss, Movado и дальше больше ничего нет. Классический их такой вот круг у отметки 12. Стрелки очень красивые, просто секси стрелки. Мне безумно нравятся стрелки на Movado Bolt, это круто. Очень красиво. Очень красиво сделан циферблат. Конечно, вот эта вот разметка минутная, часовая, ничего лишнего, кроме даты. Вот, блин, даты бы не было, это, я не знаю, я бы носил их каждый день, наверное. Но с датой иногда только. Вот, да. Но по дизайну циферблата, конечно, Movado супер. Tissot классика, здесь все стандартно, здесь есть люминофор, здесь узнаваемые стрелки, узнаваемые метки. Ну, как будто такой вот... Ну, в музей не поставишь. Эти, наверное, тоже не поставишь из-за даты. Ладно, не буду больше про нее говорить, дата дурацкая. Но мне дизайн нравится больше у Movado именно по циферблату. По корпусу, давайте пройдемся по корпусу. Здесь приятное сатинирование, корпус утоньшается немножко в серединке, заводная головка, логотип есть, здесь опять же такой пескоструйчик немножко, он как будто трехсоставный, безель с зеркальной полировкой, по бокам тоже зеркальная полировочка, приятно сделан корпус, не выдающийся, я делал полный разбор на Tissot PRX, ничего особенного в плане отделки нет. Китайцы за 100 баксов делают примерно то же самое. Но сделано приятно, сделано неплохо. Опять же, на запястье такие часы смотрятся хорошо. Они такие вечно молодые, потому что дизайн Джеральда Дженты, дизайн Tissot PRX, он не устаревает уже который год. И новые модели, новые цвета, размеры они выпускают, все хорошо. Приятные часы, на запястье неплохо, если вы не ждете от них какой-то супер отделки. В целом окей. Такой, знаете, по 10-бальной шкале я бы дал 5 баллов. И это неплохо. Что касается Movado. Здесь для меня, конечно, симпатичный циферблат. Мы об этом уже поговорили. Гораздо более крупный и толстый браслет. Такой прям брутальненький, я бы сказал. Сатинирование в целом неплохое. Корпус попроще. Он здесь просто прямой. Но опять же, минимализм как бы окей. Просто прямой корпус. Зеркальная полировка по боковой части. По ранту. Рант шире. Рант мощнее, и сверху идет сатинирование. Как мне кажется, сатинирование у Tissot, конечно, гораздо более приятное, оно мельче, оно более такое утонченное. Ну, не сказать, что прям на голову, ну, чуть-чуть, может быть, чуть-чуть, да. Плюс чуть подетальней, потщательней, может быть, отделка по корпусу. Но здесь придираться тоже не буду, потому что все-таки минимализм такая... более упрощенная стилистика у Movado идет, поэтому с этим, возможно, связаны вот эти граненые, более граненые части, чем у Tissot PRX по корпусу. В целом, по браслету получше немножко отделка у Tissot PRX, особенно между звеньями. Да, здесь вот идет зеркальная полировочка тоже по центральной части, но вот боковая часть без отделки, без полировки у Tissot поприятней. Чуть-чуть вот более тщательно, что ли, они делали браслет на PRX, нежели на Movado. По застежке, ну, здесь все примерно одинаково. Она достаточно тонкая, она в повседневной носке удобная. В Movado все неплохо, да. Единственное, что здесь на двойном таком вот, на как бы застежка на двух кнопочках таких, у Movado надо вручную отдирать. Мне кажется, у Tissot поинтереснее сделано. Ну и, в общем-то, все. Дальше вопрос вашего вкуса в целом. То есть, давайте подводить такие вот итоги, я бы сказал. С точки зрения характеристик Tissot лучше, по цене Tissot лучше, по отделке Tissot лучше. И единственное, в чем может взять Movado, это в их классической таком изящном минимализме по циферблату. Честно скажу, циферблат Movado мне нравится больше. Про дату я больше не говорю. Ну, потому что уже странно было бы об этом говорить столько времени. Но циферблат здесь красив. Циферблат хорош, более проработанный, такой, на него приятнее смотреть. И цвет циферблата приятнее. Но это вопрос того, какую конкретно вы модель выбираете. Здесь солнечные лучи, здесь вертикальное сатинирование. В целом Tissot выглядит поинтересней в совокупности, а дальше дело вашего конкретного выбора. Movado, конечно, редкие. Да? Если Tissot у нас очень неплохо представлено и на бэушном рынке, и на первичке, то Movado, конечно, вы не найдете. Поэтому я вот, знаете,
Головой всегда выберу PRX, конечно же, здесь просто без вопросов. Но сердцем конкретно вот именно в этот момент мне нравится больше Movado Bolt. Но они более редкие, и по циферблату что-то интересное. И стрелки. Ой, ну стрелкам этим можно, короче, вот глядя на эти стрелки, можно простить этим часам все. Ладно, шучу. Ну теперь напишите обязательно в комментариях, что вам нравится больше, кого бы вы выбрали из этих двух, а может быть, предложили бы что-то еще. Может быть, что-то более дешевое, может быть, что-то более дорогое. Обязательно пишите в комментариях. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.